Привет! И недавно я перепроходил всю трилогию Сталкера и решил записать ролик, где я покажу абсолютно все концовки этой легендарной игры. На момент записи я открыл для себя одну неизвестную для меня ранее концовку, а какую именно, смотрите в видео. И да, про лайк не забудь. Как всегда, желаю приятного аппетита и чаепития, а также приятного просмотра. Давно я стрелка не видел. Неужели он погиб? Нет, этого не может быть. Он из любой передряги выберется. С ним все в порядке. Ну что, пойдем? Идем, пора обедать. Я знаю, это для тебя важнее, чем судьба старого друга. Я не знаю, правильно я поступил или нет. И, наверное, никогда не узнаю. Но я сделал выбор. Надеюсь, он был верным. Дай мне власть над миром. Я хочу, чтобы зона исчезла.
Дай мне богатство. Человечество неисправимо. Оно должно быть уничтожено.
За успешно проведенное расследование Дегтярев был поощрен внеочередным званием полковника. Отказавшись от предложенной ему штабной должности, он выразил желание направиться в зону постоянным наблюдателем от службы безопасности. Информация о пси-установках, добытая майором Дегтяревым, не на шутку встревожила его руководство. Все материалы по X-лабораториям были изъяты из военных архивов и помечены грифом особой важности. Сотрудники СБУ в зоне получили приказ любой ценой воспрепятствовать распространению информации о сути проводившихся работ. На основе промышленной документации изделия номер 62 было создано несколько опытных образцов. После испытаний от массового применения данного оружия было решено отказаться. Стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой. Впрочем, некоторые факты позволяют предположить, что совершенствование гаусс-пушки негласно продолжается. Скадовск остался прибежищем для всех, кому повезло до него добраться. Бандиты упорно стремились установить на судне свои порядки, однако сталкеры успешно этому противостояли. День за днем тянулось неустойчивое затишье. После уничтожения логова кровососов твари зоны уже не могли помешать течению здешней жизни. На какое-то время старое судно стало центром относительной стабильности в изменчивом мире зоны. Между отрядами «Свободы» и «Долга» на станции Янов установилось шаткое равновесие. Утомленные бессмысленной борьбой, бойцы враждующих группировок стали пополнять ряды вольных сталкеров. Научно-исследовательская экспедиция профессоров Германа и Озерского не смогла собрать достаточное количество данных и была свернута. После возвращения на Большую Землю оба ученых занялись деятельностью, не связанной с зоной. Рассказ Гарика о судьбе военных отпугнул сталкеров от Припяти. Немногие осмелившиеся посетить ее столкнулись с необъяснимыми и пугающими явлениями, что лишь добавило мрачные штрихи к облику мертвого города. Местность у станции Янов привлекает все больше сталкеров. Отсутствие опасных мутантов и изобилие аномальных образований привели к тому, что в сталкерском сознании эти места стали ассоциироваться с тем самым клондайком артефактов. Слухи о судьбе Зулуса дошли до командира «Долга» генерала Воронина. Ко всеобщему изумлению, Воронин представил Зулуса к высшей награде «Долга» ордену «Серебряный щит» посмертно. Вано ушел на армейские склады к свободе, где легкостью характера и оптимизмом быстро заслужил всеобщую симпатию. В конце концов, он возглавил небольшую группу исследователей, которая занялась изучением аномалий. В зоне появилась новая группа сталкеров. Подготовлены они хорошо, но цели их никому не известны. По неподтвержденным слухам, все эти люди когда-то были бойцами «Монолита». Лидер отряда известен под прозвищем «Бродяга». Старший лейтенант Соколов продолжил летать над территорией зоны и был сбит наемниками над Лиманском. Через 2 недели его, выжившего не иначе как чудом, возле кордона подобрал патруль. Вскоре Соколов покинул ряды ВВС и перешел в гражданскую авиацию. Во время особенно мощного выброса группа сталкеров была вынуждена искать укрытие в старой барже Ноя. Вскоре судно атаковали снорки, и ребята поняли, что они оказались в небольшой, но приличной крепости. Особое изумление вызвал выводок щенков псевдособаки, которые вместе с Ноем помогали оборонять баржу от мутантов. Кардан, узнав о судьбе друзей, больше не помышлял о сталкерской карьере. Преодолев алкогольную зависимость, он перебрался на Янов, где вместе с Азотом организовал мастерскую по ремонту решительно всего. В свободное от работы время оба техника с увлечением конструируют средства передвижения, максимально подходящие для экстремальных условий зоны. Стрелок передал руководству СБУ добытые на станции данные. Эта информация подтолкнула правительство к созданию научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны. Место главного научного консультанта в нем занял сам Стрелок. Командир группы СКАД полковник Ковальский после возвращения из зоны доложил начальству о причинах провала операции «Фарватер». После долгого разбирательства и многих попыток переложить на него всю ответственность, полковник с почетом ушел в отставку.
Ну вот, собственно, и все. Пишите в комментарии, какая концовка, по вашему мнению, самая лучшая и почему. Мне будет очень интересно почитать. Если еще не поставили лайк, то сейчас самое время его прожать, ведь лайки вообще удачу приносят. Всем спасибо за внимание и всем пока.